Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео хочу затронуть такую тему, как градиент в стемпинге. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. В этом видео я не буду использовать специальную кисть для градиента. Все градиенты, которые вы сейчас видите на типсах, были сделаны при помощи стемпинга. Сразу скажу, для того, чтобы сделать градиент в качестве сплошного фона, нам необходимы пластины для стемпинга, на которых есть такой выгравированный прямоугольник. В моем арсенале две такие пластины ZJoy 014 и GR96. На пластине ZJoy 014 этот прямоугольник немного больше. Для начала давайте попробуем сделать градиент обычными лаками для стемпинга. Как вы знаете, специальные материалы именно для стемпинга хорошо пигментированы, поэтому для градиента нам понадобится всего один слой. На пластину я нанесла 3 цвета, и теперь при помощи скрапера нам нужно эти цвета плюс-минус немного смешать. Но при этом не забывайте, что это все-таки обычные лаки, поэтому они... Хочешь не хочешь, но быстро сохнут, и работать тут нужно довольно быстро. В данном случае скрапером по пластине я провожу под углом 5-10 градусов, то есть скрапер движется чуть ли не параллельно самой пластины для стемпинга. Перенесла рисунок на штамп и теперь отпечатываю на типс. Эту часть видео я специально не обрезала, не ускоряла, то есть вот как шел процесс, так он и шел. Результат далеко не идеальный, мало того, отпечатанного прямоугольника не хватает для того, чтобы заполнить весь типс. Чуть позже покажу, как это все исправить. Ну и совсем другое дело, если мы в технике цветной стемпинг отпечатываем именно стемпинг-рисунок, а не какой-нибудь там вот прямоугольник. Тут и переходы между цветами получаются более плавными, да и отпечатать в принципе рисунок намного проще, чем прямоугольник. Отпечатанные рисунки в технике цветной стемпинг получаются довольно интересными. Тут, кстати, подходят как линейные, так и полые рисунки. Но вот именно отпечатать полый прямоугольник, да, то есть сделать такой сплошной градиент обычными лаками для стемпинга, тут, скажем так, немножко не идеальный результат получается. Но прошу обратить ваше внимание, что все градиенты сделаны в один тонкий слой. Причем просто отпечатать прямоугольник с пластины для стемпинга каким-то одним цветом лично у меня проблем не возникает. То есть у пластины довольно хорошая гравировка, и поэтому вот этот прямоугольник отлично отпечатывается. Но запомните этот прямоугольник, чуть позже я расскажу, для чего он может понадобиться. Если вы не особо увлекаетесь стемпингом и в вашем арсенале есть белый и черный лак для стемпинга, то создать вот такой вот градиентный рисунок можно при помощи пигментов или втирок. На штамп для стемпинга наносим те втирки, которые хотим видеть в рисунке. При этом штампик лучше брать какой-нибудь старенький, потому что после таких манипуляций, как правило, прозрачный штампик становится уже непрозрачным. То есть подушечка штампика мутнеет. Большинство втирок, как правило, лучше всего смотрятся именно на черной подложке, поэтому рисунок, стемпинг-рисунок отпечатываем черным лаком для стемпинга. И после этого переносим рисунок на типс. И этот способ безотказный, но мне он не очень нравится, потому что на подушечку штампа, так как мы нанесли втирку, эти самые втирки, они закрывают обзор. И если нужно отцентровать рисунок на типсе, либо на ноготке, то вот здесь вот лично у меня возникают кое-какие сложности. Для подобных дизайнов мне проще изначально отпечатать на типс, к примеру, стемпинг-рисунок именно гель-краской для стемпинга. Буквально чуть-чуть рисунок прихватить в лампе, там 2-3 секунды, и затем уже нанести на рисунок втирку. После этого мы полностью полимеризуем материал в специальной маникюрной лампе, и втирка уже держится как влитая. К тому же, когда мы будем перекрывать этот дизайн гель-топом, меньше вероятности, что что-то смажется. При работе с пигментами принцип действия точно такой же, но так как пигменты ярче смотрятся именно на белой подложке, тут мы используем именно белый лак для стемпинга, либо белую краску для стемпинга.
Также, думаю, будет не лишним отметить, что основным фоном на типсах или ноготках может быть абсолютно любой цвет, потому что то есть под самими пигментами, в принципе, подложка, она уже белая. Поэтому, собственно, ну или, скажем так, черная, да, если мы работаем с втирками. То есть неважно, какой уже будет основной фон, в любом случае и втирки, и пигменты будут смотреться ярко и красочно. По поводу стемпинг рисунка с градиентом, вроде бы разобрали с вами все варианты. Теперь давайте вернемся все-таки к идеальному градиенту в качестве сплошного фона. И тут могу сказать следующее. Вот именно вот такого плавного перехода из одного цвета в другой, причем так, чтобы между этими двумя цветами образовывался какой-то вот еще такой промежуточный, да, цвет. Такой результат можно добиться именно гель-красками для стемпинга. На пластину для стемпинга я нанесла два цвета и теперь при помощи скрапера, если можно так сказать, смешиваю цвета до тех пор, пока мне не будет нравиться результат. Самое примечательное, что торопиться тут не нужно. Как только я перенесла рисунок с пластины на штамп, немного фиксирую рисунок в лампе, буквально 2-3 секунды. И после этого можно при помощи скотча убирать лишнее. Отпечатываю уже готовый градиент на типс, и тут также размера прямоугольника не хватает для того, чтобы полностью заполнить типс. Ну и для того, чтобы его заполнить, я сделаю еще один градиент, желто-зеленый, при этом желтый цвет я использовала также и в первом градиенте. Отпечатываю второй градиент со штампа на типс, я как бы внахлёст на первый градиент. Ну и, собственно, вот таким образом мы заполняем весь типс, и у нас получается уже такой вот цветный градиент. Если быть точнее, он получился четырехцветный, там между красным и желтым еще образовался такой оранжевый цвет. Вот таким способом можно создать различные градиенты. При этом покрытие получается очень тонким, то есть все эти градиенты выполнены в один слой. Это гелевый материал и держится это все замечательно. Ну а теперь давайте совместим градиент в качестве фона с градиентом на стемпинг рисунке. В видео я буду использовать белую и черную гель-краску для стемпинга, но, как вы понимаете, также можно использовать и обычные лаки для стемпинга белого и черного цвета. Тут единственное, то есть если вы используете пигменты, то лучше использовать белый лак для стемпинга. Если вы используете втирки, то лучше они смотрятся именно на черной подложке, соответственно, используем черный лак для стемпинга. Возможно, сейчас у кого-то возникнет вопрос, почему попугая нельзя было сразу с пластины отпечатать разными цветами. Все дело в том, что отпечатанный стемпинг рисунок очень тонкий, а так как фон тут, ну скажем так, не одноцветный, да, то какие-то цвета могут просто-напросто потеряться на фоне. Именно поэтому мы и делаем все-таки подложку либо из белого, либо из черного лака для стемпинга, либо гель-краски для стемпинга. Мало того, тут мы еще немного контролируем, какую часть рисунка, например, закрасить там желтым, либо оранжевым, либо красным пигментом. Ну а если вы не хотите раскрашивать стемпинг рисунок пигментами или втирками, то вот раскрасить именно вот этот вот отпечатанный белым цветом рисунок вы можете гель-лаками в технике раскрашенный стемпинг. При этом не обязательно, чтобы ваши гель-лаки были хорошо пигментированы. Белая подложка у вас уже есть, поэтому даже не пигментированные гель-лаки будут отлично смотреться. Для некоторых такие дизайны покажутся чересчур, но сейчас лето, и когда, как не летом, устраивать вот такой вот взрыв красок на ногтях. И ведь согласитесь, по большому счету любой стемпинг рисунок можно сделать с градиентом. Кругляшочек, квадратик, листочек, полосочку. И вот такие дизайны уже не будут смотреться прям вот вызывающими, но по-своему будут интересны. И вот еще несколько летних ярких дизайнов. В качестве фона у нас градиент при помощи гель-красок для стемпинга. Поверх я отпечатала стемпинг рисунок черной гель-краской для стемпинга. И затем уже раскрасила рисунки при помощи втирок. А вот сейчас посмотрите, на типсах я отпечатала прямоугольники. Справа черный прямоугольник, который я раскрасила
втирками, и слева белый прямоугольник, который я раскрасила пигментами. Добавляем по веточке, и в принципе сдержанный дизайн готов. На следующих двух типсах молочный градиент, и я вот его дополнила каким-то вот таким абстрактным элементом, также с градиентом, и полосочкой, которая также сделана с градиентом. И на мой взгляд тоже довольно интересные дизайны получились. Ну а для тех, кто еще не уснул, расскажу, для чего же еще может понадобиться вот этот самый прямоугольник на пластине для стемпинга. При помощи обычной гель-краски я отпечатываю прямоугольник, фиксирую в лампе буквально там вот 5 секунд. Лампа у меня 48 Вт. Затем прямо на штампе при помощи пигментов делаю растяжку цветов и после этого полностью полимеризую материал. Конечно, гель-краску можно нанести на полипалитру и сделать все то же самое, но в данном случае подложка получается очень тонкой и равномерной. При этом, так как мы подложку делаем при помощи обычной гель-краски, даже после полной полимеризации подложка останется более или менее пластичной. К тому же такие заготовки могут храниться очень долго. Ну а если подложку сделать черным цветом, то раскрасить ее можно при помощи втирок. Такие самодельные слайдеры порой очень выручают. Пришел клиент, нарезали полосочек, кружочков, квадратиков, сердечек. Все это дело, скажем так, скомпоновали на ноготках, и, собственно, дизайн готов. В одном из своих видео с летними дизайнами я показывала, как можно сделать такие самодельные слайдеры при помощи обычных гель-лаков. Если вам интересно, посмотрите то видео, ссылочку я оставлю в описании. Кстати, такой слайдер можно сделать и при помощи обычного лака для стемпинга. Единственное, лак для стемпинга быстро сохнет, поэтому пигменты или втирки нужно нанести как можно скорее. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!